Здравствуйте! Я рад вас приветствовать на своем канале, посвященному нумерологии и психологии. И как вы уже догадались, сегодня мы будем заниматься с вами нумерологией имени. Сегодня мы будем с вами узнавать число нашего желания. Сегодня мы будем с вами узнавать число желания нашего сердца. Что это такое? Это, скажем так, число, которое называется иногда стремлением души. То есть это то, что подразумевает ваше имя, ваша внутренняя сущность, желание наиболее близко к нашему сердцу. Именно оно отражает внутреннюю мотивацию и общий стимул и замысел, стоящий за вашими поступками. Число желания зависит от гласных, составляющих наше имя. Поэтому мы с вами перейдем к расчету. Для удобства я сделал вот такую табличку. Вы можете ее себе отдельно сделать, либо отдельно как-то записать. И я буду делать расчет по простому такому имени. И я буду выделять гласные буквы красным цветом для удобства подсчета. Итак, запишем, значит, наше первое имя. Значит, Иван. Фамилия пусть будет у него Петров. Опс. И отчество будет у него Иванович. 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 Вот так. Почему я написал в строчку? Это будет для удобства подсчета. То есть как мы будем делать подсчет. Проводим вот такую горизонтальную линию над именем, фамилией и отчеством. И здесь мы выписываем все наши гласные. То есть здесь у нас получается гласная буква И. Да? Это у нас соответствует числу 9. Поэтому пишем здесь девятку. Букве А соответствует единица. Записываем единицу. Здесь у нас букве Е соответствует число 6. Букве О соответствует число 5. Опять букве И соответствует число 9. Букве А единица. Букве О соответственно пятерка. И снова букве И соответствует единица. Что мы дальше будем делать? Дальше мы будем складывать все вот эти полученные нами числа. Соответственно, девятку плюс единицу, шестерка плюс пятерку. И здесь мы тоже все это будем складывать. И, естественно, мы будем все это редуцировать до однозначного числа. Здесь у нас 9 плюс 1 мы получаем 10. Соответственно, редуцируя его, то есть до однозначного числа, мы получаем 1. Первое искомое число. 1. Дальше 6 плюс 5 у нас получается 11. Да? Снова получается двузначное число. И мы снова его сокращаем до однозначного. Здесь у нас получается 2, потому что 1 плюс 1 будет 2. Здесь 2. Так, затем здесь мы складываем, получается у нас 24 в сумме. 24 это снова двузначное число. Снова сокращаем его до однозначного. И мы получаем в сумме 2 плюс 4 – 6. Наше третье число. Затем мы, соответственно,
все эти числа снова складываем. Я напишу вот здесь, вот даже внизу. То есть здесь у нас в первом числе 1 плюс 2 и плюс 6. У нас получилось число 9. Это наше искомое и рабочее число, с которым мы будем работать, и характеристику которого мы будем делать. Итак, будем тогда характеризовать каждое число. Поехали. Если у нас получилось число 1, я вот здесь вот напишу, буду себе выписывать числа. Если у нас получилось число 1, это говорит о том, что вы обладаете огромным стремлением к независимости и желаете распоряжаться собственной жизнью именно так, как хочется вам. Вы не терпите никаких-либо преград. То есть вы мечтаете также стать лидером в той области, которой занимаетесь. И в любом деле вы значительная фигура. Также вы обладаете смелостью, уверенностью и свято верите в то, что именно ваше мнение, оно непогрешимо. Также вы можете принимать смелые решения и претворять их в свою жизнь, даже если это окажет очень сильное воздействие и на других людей. У вас есть интеллект и смекалка, вы достаточно проницательны и умеете хорошо оценивать возможности других людей. Но вы крайний индивидуалист, и у вас особая манера поведения и свой стиль в одежде. Также вы не боитесь вступать в противоречия, и даже если вам не нравится мнение окружающих. Ненавидите рутину и все, что ограничивает вашу свободу и независимость. Также вы всегда ищете нетривиальные решения. И вы всегда так называемый пионер и разрушитель границ. То есть вы, скажем так, передний фронт, то есть горячие точки, ответственность. У вас есть все для успеха, поэтому как только вы установите равновесие в жизни, позволяя окружающим полностью выражать свои мысли и чувства, а также способности, то вы легко достигнете вершин той деятельности, которой вы занимаете. 2. 2 говорит о том, что ваша чувствительность – это симптом хорошо развитой интуиции. Вы стремитесь к комфорту и безопасности. У вас хороший вкус, вы любите музыку и имеете недюжие музыкальные способности. Вы легко влюбляетесь и очень чувствительная и эмоциональная натура. Сентиментальны и способны плакать над какими-то грустными рассказами либо сериалами. Вы должны научиться доверять своей интуиции. У вас благородная душа, и вы стремитесь не вступать в конфликты, насколько это возможно. Также вы предпочитаете уйти, когда надо отстаивать свои интересы. Необходимо быть более решительным. В то же время вы очень дипломатичны и тактичны. Любите действовать с мягкой настойчивостью, и вы не любите силу. Также нужно бороться с неуверенностью и сомнениями. Вырабатывайте уверенность и желание отстаивать свою правоту. Число 3. Любите красивую жизнь. Как правило, вы счастливы, дружелюбны и открыты. Хороший собеседник, очень остроумный, изобретательный и игривый. Вдохновляйте и развлекайте людей. Многие считают вас хорошим компаньоном и обладаете хорошим даром самовыражения. Вам нравится профессия литератора, актера, певца и любые творческие аспекты профессии. Можете обладать недюжим талантом в одной из этих областей. Также вы не можете обуздать себя
и вам грозит опасность стать пустым болтуном. Такое поведение может быть просто способом выражения скрытой внутренней энергии. Вашу богатую эмоциональную жизнь нельзя подавить либо отбросить, но вы обладаете талантом облекать эти чувства в созидательную и артистическую форму. Также вам необходима дисциплина, чтобы полностью реализовать свои способности. Очень часто вы можете распылять свою энергию по многим фронтам, но вам грозит опасность никогда ни в коем случае ни в чем не преуспеть. Успех будет зависеть от работоспособности и умения доводить начатое дело до конца. 4. Любите стабильную, хорошую, организованную жизнь. Вас угнетают внезапные перемены. Вам хотелось бы видеть порядок во всем. Умейте устанавливать и поддерживать этот порядок. Работа – это главное в вашей жизни, но вы склонны к переусердствованию, и тогда вы легко можете стать трудоголиком. Но если вы не будете осторожным, то вы можете получить различные неврозы и другие психосоматические неприятные последствия трудоголизма. Вы хотите иметь семью и можете быть хорошими родителями, но ваша любовь к дисциплине и порядку не должна простираться слишком далеко, особенно в семейных отношениях. Иначе ваша супруга, либо супруга и дети могут чувствовать себя угнетенными. Нуждаетесь в стремлении и любви, но не очень любите это демонстрировать. Вы слегка упрямы, честны и непретензионны. Ненавидите ложь и притворство, решительны и упорны. Вам присуща храбрость для проникновения в саму сущность проблемы и для нахождения решения. При этом постарайтесь не потерять видение целого, иначе вы утонете в глубине жизни. 5. Для вас свобода необходима для счастья. Любите перемены, новые знакомства, путешествия и приключения. Также вам нравятся экзотические и дальние страны. Разнообразие не просто пряность жизни для вас, а смысл существования. Вы очень гибкие и легко приспосабливаетесь. Любопытство больше, чем у кошки. Также перемены не угнетают вас, так как некоторых. Вы обладаете громадными ресурсами. И, в общем, вы можете ясно мыслить в критической ситуации. Ваша натура нетрадиционна. Вы немного игрок и всегда рискуете, если считаете это необходимым. Вы социально ориентированы и редко, если вообще это делаете, или скучаете, либо вообще не делаете. Вас притягивают люди, которые, подобно вам, оригинально мыслят и обладают яркой индивидуальностью. Вам нравится участвовать в нескольких проектах одновременно. Необходимо получать стимулы от нового и увлекательного. Также вы немного герой и тот человек, который хочет спасти весь мир. То есть для вас тяжело работать над конкретным проектом и доводить начатое до конца. Вы должны быть осторожны, так как ваша любовь к чувственным наслаждениям может привести к злоупотреблениям алкоголем, вредной пищей, беспорядочными половыми связями и даже наркотическими препаратами. Число 6. Что тут можно сказать? Вы человек очень лояльный и редко обижаете людей. Ваше внимание направлено на заботу и помощь тем, кого вы любите. Вы очень привязаны к дому и семье и много работаете, чтобы добиться комфорта и успеха в своей области. Также необходимо, чтобы другие чувствовали вашу заботу и внимание и были вам благодарны. Вы хотите быть уверены, что вы им нужны. Вы спокойно излучаете тепло.
Вы благородны и способны простить многое. Можете закрывать глаза на чужие ошибки, при этом находить в людях много хорошего для поддержания взаимоотношений. Обладаете природной способностью быть, скажем так, советчиком, либо целителем. Это можно в кавычки взять, целитель. Вы прекрасный слушатель и сострадатель. Одарены неузурядными артистическими способностями, но вам может не хватать уверенности. Вы особенно чувствительны к окружению. Можете создавать артистическую, исцеляющую и гармоничную атмосферу дома, либо на работе. Ваше глубочайшее стремление – это любить окружающих и получать ответную любовь. И шестерки чаще всего стремятся к более глубоким отношениям с вами, стараются держаться к вам поближе. Число 7. Шестерки – это тоже представители именно числа 6. У вас природный дар, это мы сейчас разговариваем про число 7, что у вас природный дар аналитика и исследователя. Вы любите очень много учиться, цените свою одаренность, дающую преимущество в постижении тайны жизни. Познаете суть явлений, вы всматриваетесь вглубь всего, что вас окружает. Что еще можно сказать? У вас философский склад ума, и вы предпочитаете строить теории на научных фактах, а не на фантазиях либо вымыслах. Вам нравятся интеллектуальные и физические загадки. Вы любите их придумывать, разбирать на составляющие и вновь собирать. Люди могут считать вас холодным и равнодушным. Вы несколько погружены в себя и можете чувствовать отчужденным и отличным от окружающих. Вас привлекает жизнь отшельника либо монарха, посвятившего себя науке и медитации. В отношениях вы стараетесь применять деловой подход. Предпочитаете обсуждать конкретные факты, а не абстрактные всплески эмоций и личные переживания. Не доверяйте чувства как своим, так и чужим. Неумение полностью понять эмоциональный аспект жизни – это ваша ахиллесова пята. Также вы так рациональны, что непредсказуемость сердца путает и удивляет вас. Ваш удел – это доверие. Необходимо разделять сердечные переживания с кем-нибудь. Можно посоветовать стремиться к открытым отношениям с другими людьми, иначе можете, скажем так, жениться, либо выйти замуж лишь по расчету, либо для удобства, либо удовлетворения ожидания других людей. Вы прирожденный учитель и советчик, и преимущество знаний, которые приобрело, нужно разделять и с другими людьми. Вы идеалист и даете себе высокую оценку. Научитесь сочетать серьезность вашей натуры с регулярным отдыхом. Интеллигентность и тонкость делают вас обаятельным и легко узнаваемым. С возрасту вы свыкаетесь с особенностями вашей личности, и люди на самом деле начинают тянуться к вам. Они видят мудрость, глубокое понимание жизни, утонченность, которую вы излучаете. Число 8. Вы стремитесь к успеху в полном понимании этого слова. У вас огромные притязания. Думайте о больших проектах, совершенствовании и вознаграждении. Вы мечтатель и видите горизонты, перспективы в больших масштабах. Нуждаетесь в поддержке окружающих, которые могли бы помочь вам осознать незначительные детали картины. Ваша задача полностью реализовать весь спектр способностей, заложенных вашими числами. В то же время вы добиваетесь и от окружающих реализации их способностей и дирижируете их талантами, направляя их на реализацию собственных планов. Все это требует усилий с вашей стороны. Вы встретитесь с препятствиями и трудностями. Ваша обязательность и определенность будут испытаны. Ваша задача в жизни
научиться наилучшим образом использовать силу, выражения и употребление, которое непосредственно не связано с личной эволюцией. У вас созидательный ум и нетрадиционный подход к решению проблем в бизнесе. Вам необходимо научиться правильно оценивать других. Нужно участвовать в проектах, которые, с одной стороны, испытывают, с другой стороны, могут принести хорошее вознаграждение. Если вы не заняты, либо находитесь в депрессии, то можете потерять смысл жизни и стать эгоистом, жестоким и даже уничтожающим себя. Олицетворение поговорки «ленивые делают работу дьявола» – это как раз про вас. Разочарование губительны для вас и вызывает ужасные последствия. Вы способны вымещать отрицательную энергию на любом из окружающих. У вас природная способность уравновешивать духовное и материальное. Уравновешенная восьмерка – это наиболее могущественное и доставляющее удовольствие число. Это душа перерожденная, способная отступить, чтобы вернуться назад и добиться максимальной полной победы. Число 9. Число 9 говорит о том, что вы очень высокоидеалистичны, то есть ваши идеалы очень высоки. Вы сторонник доктрины налаживать жизнь каждого хоть чуть-чуть лучше и самосовершенствоваться. Одно из призваний – стремление к возвышенным целям и осознание того, что вы делаете добро. Любите людей, и вас очаровывают люди, идущие по любым жизненным дорогам. Вы одарены светлым разумом и недюжей мудростью, благодаря которым вы прирожденный учитель, советчик, либо целитель. Чем больше вы хотите услужить другим, тем сильнее нуждаетесь в славе, известности и признании людей. Вы очень много энергии затрачиваете на то, чтобы оказаться перед аудиторией чаще всего в роли продавца, предлагающего некое социальное благо. А иногда выступаете в роли филантропа либо художника. Нуждаетесь в любви, но склонны отодвигать свои нужды на задний план. Но все же, вы любящий человек, и вам нужно быть уверенным, чтобы другие тоже знали, что вы способны проявлять чувство любви к близким. Вы эмоциональны и чувствительны, однако можете быть угрюмым и циничным. У вас высокие требования к себе и к другим. Можете сильно разозлиться, если ваши ожидания не оправдываются. Важнейший урок для вас – это научиться прощать. Парадокс вашего числа заключается в том, что вы получаете лишь когда отдаете. Ваше материальное благополучие и моральное удовлетворение именно реализуется через служение близким. Итак, господствующие числа 11 и 22. Рассмотрим число 11. Число 11 говорит о том, что такие люди мудры не по годам, и понимание жизни значительно выше, чем у остальных, и порой такие люди этого не осознают. Люди – прирожденные миротворцы, и ими движет желание улаживать конфликты и создавать гармонию среди окружающих. Способны улучшить мир и не сможете успокоиться, пока не посвятите жизнь служению высшим материям. Люди заинтересованы в просвещении и крайне чувствительны и обладают тонкой интуицией. Скрытая информация не ускользает от вашего внимания. Вы читаете мысли окружающих, и если вы не являетесь слишком приземленным человеком, эти качества сильно затрагивают вас эмоционально. Многие обладатели числа 11 родились в неблагополучных либо неполных семьях, поэтому часто травмированы психологически и им недостает уверенности. Они застенчивы с детства, и интуитивно дети с числом 11 узнают причину семейных незаурядиц, что приводит к внутреннему конфликту ребенка. Также вы магнетический и крайне одаренная личность. Любите абстрактное мышление, и ваш интеллект искрометен.
Идея решения проблем и изобретения снисходит, скажем так, на вас с небес. Вас беспокоит скорее всеобщая справедливость, чем частности. У вас особые роли и дар, которые вы привносите в мир. Нужно время и зрелость, чтобы полностью это осознать. Число 22. Еще одно господствующее число, как и 11, оно приносит вам интеллект, чувствительность и энергичную созидательность. Вы обладаете интенсивностью числа 11 и приземленностью, практичностью 4. Это сочетание дает вам возможность максимально реализовать свое честолюбие. Требования этого сердечного желания также высоки, как и ваши идеалы. То есть от вас требуется для исполнения ваших благородных амбиций это реализовать свою внутреннюю сущность. Выбранная вами дорога нелегка. Нужно время для развития, маловероятно, что вы добьетесь поставленных целей, то необходима определенная энергетическая зрелость. Также на ранних этапах жизни эта сила приносит ощущение неловкости и внутреннего дискомфорта. Ваше самосознание противоречиво. С одной стороны, вы чувствуете свою уникальность и потенциал, а с другой – беззащитность и можете быть даже нескрометность. Парадокс этот вызывается волнами сомнений в себе и отсутствием уверенности. Возможно, вам необходимо сменить несколько видов деятельности, прежде чем вы приступите к исполнению главных задач. Следует работать на больших предприятиях или в государственных институтах. У вас дипломатические и организаторские способности, позволяющие разрабатывать трудные и деликатные проекты. Скажем так, если вы выбрали полную силу, то придется преодолеть некоторые психологические и душевные затруднения. Можете стать высокомерным и поверить, что ваше мнение не подлежит обсуждению. Ваша задача, если вы начали использовать дары, данные вам природой, оставаться скромным перед лицом значительных совершений. Для вас лучше всего, если вы будете чувствовать всю стабильность, то есть стабильность дома, и она очень важна. Также нужно иметь партнера, разделяющие ваши мысли и обладающим достаточным запасом силы и независимости, чтобы справляться с вашим напором. Итак, подведем небольшой итог. И можно сказать, зная число вашего сердца, вы можете себя узнать намного больше, намного глубже. И также вы сможете видеть, как, в частности, число желаний сердца влияет на определенные вами окружения, среду обитания и людей, которые вы привлекаете. Также тем самым правильное и глубокое понимание вашего числа желания приведет к некоторым позитивным практическим изменениям в вашей жизни. Если это видео вам понравилось, то мне будет приятна ваша подписка, ваши комментарии и ваши лайки. До новых встреч!